Всем привет! Это канал BCF Прибалтика. Меня зовут Юрий Жигаев, и это шоу «Зажигалка». Я приехал в Таллин в гости к Богдану Ващуку, полузащитнику футбольного клуба «Ливадия». Поговорим с ним сегодня о эстонском футболе, о латвийском футболе, о его карьере. И Бодя покажет мне свои любимые места в Таллине. Поехали! Посмотрели меня там недельку, сказали, сразу подписываем контракт. Обычно Ливадия русская всегда, а сейчас более эстонская команда. Ну ничего. Когда я же приехал, я же не знал ничего. Я же балбесом был в школе. Там будет дерби через 2 недели. Надеюсь забить. Когда у тебя на бутсах красовался флаг России. В интимных я не покажу. Не покажешь? Надо к жене ехать, пускай расскажет. Сборная России или сборная Эстонии? Богданс! Здорово! Привет. Как дела? Да нормально. Готов к тренировке? Да. Что сегодня? Расскажи, какой план вообще у тебя? Сегодня у нас 2 тренировки. Да. С утра у нас будет такая более втягивающая, Ага. а вечером будет тяжелая. Будем играть, будет много экшена. Экшен будет, да? Как у самого дела вообще? Да нормально. Да? Да. Рад, что дома. Таллин дом твой? Ну не сказал бы, что мой дом, Да. так как я тут много не жил. Ага. Ну, у меня родилась дочка, и пришлось приехать сюда. Ну, как пришлось? Да. Я рад, что я здесь. И... В общем, я рад, что я в Таллине. Скучаешь по Риге? Да, очень. Да? По кому, может, больше всех? Антон Куракин, Борис Богдашкин, Да. Лайзенс Олег. Созваниваешься? Да, общаемся, конечно. Да. Ну и что скажешь про Ригу? Идут, прогрессируют они? Ну, конечно, конечно. Богдан Богданович там себя зовут. Да, конечно, уже сколько? 2-й год чемпионы. Кубок. Самому не удалось, да, стать чемпионом? Ну как, я уехал в августе, считай, я чемпион, я больше половины сезона сыграл. Медаль есть? Медаль не прислали, конечно. Что этот? That is some English, yes? yes, some This exercise before training, yes. Uh-huh. And they do that individual. They have some mobility, some activation exercise. And this is some options, and then they can combine. Choose. Yes. Choose. And choose. Богдан, почему индивидуально не готовишься к тренировке, а со мной разговариваешь? А в тренажерочку зайти? А, так ты меня поймал прилично. Да, тренажерочки тут нету, кстати. Нету тренажерки? Не, А куда вы ходите в тренажер? У нас MyFitness. У вас Да? есть MyFitness в Латвии? Есть. А, ну вот у нас такой. По мне не видно, что ли? Ну, видно, да, видно, работаешь. Слушай, ну, правда, говоришь, тренажерки нет. Ну, так база, все Не, база красиво. вообще, да, 2 шикарно. поля, синтетика, да? Синтетика, да. И это все Шикарно. принадлежит вам, как клубу, да? Да. И у вас у каждого клуба в Эстонии, да, походу, такое? Ну, Флора точно я знаю. У Калию есть, но у них такое, у них одна искусственная, но они тренируются, они снимают там где-то. А так остальные я не знаю. Ну, в принципе, у всех есть. А если сравнить вот инфраструктуру, ты был, можно сказать, в лучшем сейчас клубе Латвии, и сейчас ты находишься в одном из лучших Эстонии. Вот если сравнить по инфраструктуре. Ну, не знаю, за 2 года, наверное, все поменялось. Там, я не знаю, там, я слышал, базу построили, но... Ну, тут, конечно, тут свое все. Приходишь, ты в любое время приходишь, тренируешься. А в Риге такого не было. Где вы тренировались в Риге? Ну, когда перед сезоном мы тренировались на искусственном, где сейчас принимает РФШ и РТУ? РТУ, да, РТУ. там. И потом на Сконто тренировались в основном. И все, по-моему, больше нигде. Ну иногда мы ездили в Болдырай, или как Да, есть такое, да. Болдырай там. Если есть на свете рай, то это Болдырай, да. Да. Расскажи, пожалуйста, про Бодю, как он вообще в команде себя ведет? В прошлом году не очень хорошо. Не очень В этом хорошо? году лучше. Забивает что-то? Да, забивал пару мячей. Ну, важно не то, что он забивает, это все-таки не прямая его обязанность, а то, как он играет на команду. Опытным становится или все еще молодой Бодя? Я его молодым не знал, я его знал сейчас, вот этот год, да. Поэтому все хорошо. Что посоветовал бы ему, может быть? Ты все-таки повидал многое в футболе, чтобы еще прибавить? Не останавливаться на достигнутом, все-таки работать еще больше. И все будет, да? Я думаю, у него есть все предпосылки стать хорошим футболистом. Просто вопрос, скажем так, в желании, да, и
Я бы ему пожелал все-таки не испытывать жалость к себе и работать больше. Бодя, а ты типа уже опытный, да? Уже не надо качать мячи? Да не, вон есть молодые еще сколько. Да. 19 лет. Поэтому вообще 17. А он уже где-то к основе подходит. Да? Да, будущий Ливадия. Смотри, программочка. Да. Сегодня. Что ты тут берешь? Посмотрели, сколько я бегаю. Ну, ты ж не бегаешь. Ну, ты согласен? Я Ты стою. летаешь. Что на видео сказали хорошего? Не было видео. А, не было? Так сказали, что по программе там сегодня. Ага. Всякое там делаем индивидуальную работу. Обед есть по программе? Само собой, я только его и жду. Я ради этого и прихожу на тренировки. Ради обеда, да? Ну, конечно. Расскажи про команду. Дружная? Да. Я смотрю, тут Ты и видишь все по отдельности. и легионеры есть, и Да, эстонские ребята. В основном в этом сезоне эстонский в основном. Да? Да. Ну, так получилось. Обычно Ливадия русская всегда, Угу. а сейчас более эстонская команда. Ну ничего. Слушай, ну в этом году, в этом сезоне не так успешно выступаете, да? Ну, Что давай подождем конца сезона, там уже. Какая задача? До сих пор стоит чемпионство или уже Все верим поменялось? в чемпионство, но задача в Еврокубке попасть. Мгм. Как, наверное, и большинство Команд. команд да, из Латвии, из Эстонии. Ага. Все Ясно. хотят Еврокубки. Давай, тренируйся, я буду следить за тобой. Что за упражнение? Честно, дедбук. Мертвый жук? Мертвый жук. Дедбаг? А вот тебе как оно, а? Отлично. Ну, Тут ты так молодец. говорят, я не работаю. А кто так говорит? Я не знаю, много кто. Дедбаг. Да вот, дедбак просто. Да не слушай его. Не? Тебе надо было еще твердить. Чего меня душить начали? Чего меня душите? Ага, я понял. Сразу ты понял. Потому что тебя снимают, потому что Да, вот и души. Бердок, что такое? обратил внимание, что никогда не было столько внимания к виду тренировки. Да, вот тут сразу же, да? Душамбе пошло такое. Рижские девчонки попросили. Я все-таки помнят тебя еще, да? Да ладно, жена будет смотреть. Ну чё ты? Устал? Да нет, легко было. Как Бодя? Да устал. Да? Устал? Слабый? Конечно устал. От чего ты устал? Дима не устает никогда. Чего ты Дима, устал? Дима не устает, он уже такое У видел. него 4 выходных было, конечно, он устал. 4 выходных, представь, что я делал? Что ты делал? Тренировался, Расскажи. тренировался, конечно, Тренировался? да. Тренажерные. У меня есть видео на телефоне. Как он тренировался? Да, очень хорошо тренировался. Вставим в этот выпуск. Тикток поставь. Тикток записывал там. Датчики не врут, ты знаешь? Конечно. Да. Иногда бывает, Врут? Не Ну что ты, мыться и мыться, да. дальше? Да. Что покажешь мне? Обед? Обед там. Так, я не знаю. А я знаю, у посмотрим. тебя сегодня интересно еще парикмахер, да? Да, 4. Каждую неделю стрижешься? Да какую каждую неделю, посмотри на это. Я уже не стригся где-то 2 года. Вспомнилась карьера, когда после первой быстро покушать, поспать. Если бы не я спал бы днем? Да нет, я Не не сплю. спишь? Я Не никогда не спишь? сплю днем. Почему? Это ж лучшее восстановление, Да я не знаю, как-то не привык с детства. да? Не люблю. Ну, когда был в академии, тогда спали, потому что там база, все было. Так домой ехать уже. Ребенок у меня, как бы, ну, с ней поспать, но она спит раньше намного. Ага, ясно. Я любил днем поспать. Слушай, Богдан, посмотрел тренировку, в принципе, уровень плюс-минус, наверное, одинаковый, как в Латвии. Вот ты играл, сколько прошло? 2 года назад, да, еще был в Риге? Да. Сейчас, Чуть меньше, наверное, даже. да, даже меньше. Мог бы сравнить вот чемпионат Эстонии в целом по уровню, по Ну, конкуренции? Именно чемпионат Эстонии, я думаю, что в Латвии посильнее будет чемпионат. Потому что там все команды бодаются, борются. Как бы нет таких проходных игр. Ага. Ну вот когда я был, не было проходных игр. Сейчас я смотрю, там есть Тукумс, такая команда Ну, вышла. Тукумс, да, единственное. Единственное, где Атак, Мэтта, все вот эти Илгава, не так просто там играть. Ага.
Потому что все борются, где-то кто-то там поиграл, как-то так. Ливадию привыкли видеть обычно, ну, в тройке как минимум. Да. Что случилось в этом году? Еще играть полсезона, но сейчас мы налаживаем, сейчас у нас победы в чемпионате только. И на 0 начали играть, что радует. Так, посмотрим, как закончится сезон. Надеюсь, что мы будем в тройке. Конечно, стоит чемпионство задача, но мы, конечно, все сделаем. Но Флора, конечно, шансов не дает, они нигде не ошибаются. В чем сила Флоры? Почему так тяжело? Они с не ней? ошибаются с маленькими командами. Да. А мы с маленькими командами где-то ничью играем. Где-то вроде мы их всю игру возим, а какая-то залетает, то подача, то еще что-то как бы такое. Ага. Флора для вас самый принципиальный соперник? Да, всю жизнь было в Эстонии. Флора Ливадия самое дерби. Дерби? Да, все там смотрят его. Сам в дерби забивал? Нет, только отдавал. Только отдавал? Да, дерби еще не забивал. Но, надеюсь, вот сейчас это будет дерби через 2 недели. Надеюсь забить. На ноге у тебя мяч? Мяч. Про татуировки, если говорить. Мячик, корона и инициал моей жены. Да? Да. А на шее цифра 14. А играешь под 59-м? Да. Ну, объясни. 14 не было, у нас капитан играет. Ага. Как бывший капитан, сейчас уже Дима Круглов. Да. И я хотел по 14, но у него оказался он, и не знаю. Сначала мне дали 99-й, что-то 99-й мне не понравился, и решил взять 59-й, не знаю. Любишь татуировки? Еще есть где-то? Да, на этой руке, на правой руке вся забитая. И в интимных местах. Да, в интимных, да. В интимных я не покажу. Не покажешь? Надо к жене ехать, пускай расскажет. Куда едем? Покажи свой Таллин. В центр города поедем сейчас посмотрим. Любишь Таллин? Рига мне больше нравится. Да. Но Таллин, да, это как... Молодой был здесь, прожил сколько, до 13 лет или 14. Ты попутешествовал, Рига, София, Москва, Питер. Да. Что, как самый любимый город какой? Для меня? Да. Ну, Рига, наверное, сначала, потому что я там большее время провел. Потом Москва, потом София, потом Таллин. Старый Таллин, который? Таллин старый или старая Рига лучше? Да, по мне это старый Таллин лучше. Да ладно. Да. Мне кажется, что Рига. Ну, рестораны в старой Риге получше, чем в старом Таллине. Да? Какие рестораны? Ты, блин, там по ресторанам только ходил, да? Ну не. Часто с командой гуляете после игр? Не. Не? Или не- Сейчас ребенок, я... А, ты семейный? Я сейчас семейный. Красавчик. Да нет, тут вопросов нету, какой, что старый Таллин лучше. Я согласен. Старый Таллин впечатляет. Какие виды здесь, да? Да, красота. Слушай, готовился к нашей встрече, в Википедию посмотрел, Google, там интересные записи у тебя ридинг, правильно, да? Мгм, Англия. да. Это в каком возрасте и Ну, как я так получилось? Ну, я подписал 18 лет профессиональный контракт на 3,5 года. Мгм. То есть сразу же, когда я подписал, я приехал в 18, но я здорово выглядел, и мне сразу предложили профессиональный контракт. А у ребят, с кем я играл, их были еще, как это сказать, Любительские типа, или- не любительские, а как это у нас называется, стипендия, наверное. Да, да. А меня сразу же, ну, как бы, не знаю, так показался, что они были уверены, что я в первой команде заиграю. Мгм. Ну и поначалу как бы все хорошо шло. А Рейдинг играл на тот момент в какой? Они Чемпионшип? вылетели с премьер-лиги как раз в этот момент. Там был русский владелец, не буду врать, не Мгм. помню фамилию. И, ну ничего, посмотрели меня там недельку, сказали, сразу подписываем контракт. И все, я перешел. Не застал Каспара Горкшита? Застал, я с ним общался, там, он мне помогал, он и Погребняк. Да, Паша Да, тоже. и когда я же приехал, я же не знал ничего, я же балбесом был в школе. Там, Английский не учил? Не. Ну и Каспар мне помогал, очень часто выручал. А, круто. И в Риге еще вы успели, да, потом? Да, сезон сыграли, да. А. Да. Вообще, мужик хороший. Да. Слушай, Зенит ты говорил. Зенит я не нашел. Это Не, тоже... Зенит я молодой был, я уехал в 12 лет. Мгм.
Тогда еще называлось не «Зенит» даже, «Смена» была. «Смена». Да. Я уехал туда, и там 2 года побыл. В интернате. Да, в интернате. И не получилось из-за учебы. Из-за учебы? Ну, я балбесом был, да, меня как бы просто не получалось. Мне надо было вернуться срочно в Таллин, чтобы закончить хотя бы там школу. И после этого я в «Динамо» уехал. Как бы меня на тот момент уже звали в «Динамо». Такой агент есть, Панченко. Я знаю. Да, вот он меня увидел. Я еще туда играл за Инфонет, это еще первая лига была. И мне было там лет 14 я играл. И он мне говорит, поедешь в «Динамо»? Я сказал, давай. И что, поехал. Сколько я там, недельку, наверное, на просмотре, как это обычно бывает. И на второй день мне говорят, все, подписываем. Ну, там стипендия была. Еще молодой там был, что-то получали 7 тысяч рублей. За дубль играл? Не, за дубль я не застал, я уехал в Англию. А. Но у меня был выбор. Анжи. Я с основой тренировался Анжи, когда Гус Хидинг был, Виллиан со всеми этими. Я приехал сначала в дубль туда. Мы играли со словенцами в Словении. И приехал Гус смотреть игру. И я здорово сыграл. Ну, проиграли, правда, но я здорово сыграл в этой игре. Как я, ну, не знаю, я посчитал так, что это нормально. И на следующий день мне сказали то, что давай к основе. Там основа была, блин. Роберто Карлос был? Не, Роберто Карлос не был. Но Вильям был, Шатов был, ЭТО был. Ну, вообще в порядке такие. Диара, Лосина, Тусуфа. Кокорин. Кокорин только перешел, но восстанавливался. Тренер Гус Хидинг, ну вообще там такой космос. Я приехал, у меня ноги дрожат, мне сколько там, 16 лет, на панике такой. У тебя номер есть Гуса Хидинга? Не. К сожалению. Ты знаешь, что он возглавил сборную? Угадай, какую? Я что-то слышал, но какая-то такая... Курасао. Я хотел Уганды какую-нибудь сказать. Это Курасао, на кофе похоже. Да, что он там? Он уже кайфует, сколько лет там. Слушай, ну доволен ты своей карьерой вот, до этого момента? Да... Ну, на самом деле, как доволен. Хотелось большего, но еще есть время, конечно, сколько мне, 24, будет 25. Я думаю, что еще есть возможность там зацепиться. Просто сам где-то виноват был. По большей части где-то я сам виноват. Да? Да. Слушай, ну 25 лет тебе, но уже и поездил, был в разных чемпионатах. Про Левский мы еще не поговорили. Не кажется, что может пора вот остепениться в одной команде на 2-3 сезона, доказать себя, показать и делать тогда шаг вперед? Ну да, у меня были такие мысли. Сейчас посмотрим, сейчас я в Ливаде, меня все устраивает в принципе, но будем смотреть, хочется бороться за чемпионство. Хочу стать чемпионом Эстонии, а там посмотрим, как будет. Про Еврокубки в этом году расскажи, пожалуйста. Там целая группа, ты в том числе, не полетели на Фареры. Ну, там такая смешная ситуация получилась, что не успели сделать визы украинским легионерам и африканским. То есть там, например, тот же, у нас есть такой Манучи, который играл в Лепой, да. Вы знаете там. И у него сразу была какая-то виза, там он как бы мог поехать туда, а другим паспорта не успели прийти. И они не поехали, а у меня у самого с Ригой, когда я красную получил, мы с ЦСКА Софии по пенальти проиграли, я красную получил, и у меня 3 игры дисквалификация, по-моему, или 2, ну что-то такое там. Ну так, да я думаю, если все поехали, там без шансов было бы этим Фарерам, но... Но это удар такой, да, по клубу вылететь? Да, тем более вот вылететь от Фарер, и сейчас Фареры попали на Уэльс. Как тоже... Да, как бы шансы были побороться со всеми. Просто я думаю, что нас сломило то, что не полетели основные там, ну, группа людей, короче, не поехала. Слушай, про Левский хотел спросить. С Риги ушел в Левский. Как так получилось? Где заметили? Или... Откуда интерес вдруг появился? Ну, интерес был... Все знают, что в Риге работал Славиша Стоянович. И как он подписал туда, он сразу связался со мной, спросил, как у меня обстоят дела. Потому что на тот момент у меня были конфликты с Ригой. Ну, как конфликты, такие мини-разногласия какие-то. Они меня в чем-то обвиняли, я где-то там перебарщивал. Ну и в итоге очень тяжело далось этот переход. Переговоры? Да, но именно переговоры с Софией, с Левски были не такие тяжелые. Именно были с Ригой, как уходить оттуда, потому что они, понятное дело, не хотели отпускать меня. И пришлось там где-то
где-то как-то сказать, так, ну, может, неправильные фразы. Пожестче, да? Да, быть? руководству. Ну, не то, что я там как-то кого-то что-то посылал там или что-то, но где-то пожестче я сказал, что так и так, я не хочу играть, хочу туда идти. И им оставалось только отпустить меня. Слушай, из всех игроков Славиша именно тебя забрал, ну, можно так сказать. Ну да. Можно сказать, что был любимчиком? Ну да, когда он был тренером, ко мне было чуть другое отношение, чем как к другим ребятам. Вы- Пацаны травили? Сынок? Ну да, было. Ну не то, что сынок, как бы, да мне казалось, то, что я заслуживал, и как бы я и играл хорошо, и как бы я доказывал его, ну, доверие его оправдывал. Когда он меня выпускал, я там забивал, отдавал или что-то. Олег Лайзен душил сильно? Да не, с Олегом вообще. Он как мой как папа был Папа, в команде, да, помогал. Да. Олежка, конечно, красавчик. Олежка, привет тебе. Слушай, про Левский. 4 игры только. Нет, 10. А значит, неправильно Википедия, да? 11 игр я сыграл, это там же как, это идет сначала первая часть чемпионата, а потом Делится? делятся, и в плей-оффе я 4 игры только сыграл. Но потом я просто узнал то, что я не буду оставаться здесь, и как бы уже я не видел смысла, там, у меня травмы еще были. Ну, такой период тяжелый был, когда я перешел. Когда я перешел, все было хорошо, я сразу 4 игры сыграл. Именно, ну как, я выходил на замену и всегда там делал какую-то, там, ну, что меня просили, я делал, там, разницу. Ну, и у меня и конкуренты были сильные. Ну и вообще Левский считается таким именитым клубом. Да, большой клуб. Большой клуб, да, с большой гвардией фанатов. И я помню, мы сыграли там в ничью, у нас 5 часов с раздевалки не выпускали фанаты. Как бы было такое напряжение, и когда я подписал туда, сразу болельщики меня как бы взлюбили меня сразу же. Сразу такое было давление немного, чтобы, ну, показать себя. И я 4 игры сыграл, вроде должен был с Людогорцем ехать, в основе выходить. Я просто чуть ли не разрываюсь там заднюю на 1,5 года. Мне просто доктор говорит, ты такой счастливчик, у тебя там 3 миллиметра не хватило, чтобы сломаться на 1,5 Вообще года. порвать, да? Да, вообще. У меня такой там сухожиль, но, если честно, я травму получил еще в Риге. Когда у нас начало чемпионата было, и я там тоже пропустил довольно много, 1,5 месяца, и никак не залечил ее. Потом выходил, опять ломался, выходил, и у нас не было... Не то, что доктора не было, как бы того подхода, который я хотел, не было. Как бы я и понимал, что будет тяжело восстановиться. И когда я в Левский пришел, я подписал контракт, сыграл, травму получил. И просто там не могли понять, что у меня, и мне делали около 15 МРТ. Около 15 МРТ, чтобы понять, что там. Просто приезжал доктор сборной Болгарии, смотрел меня. Потом доктора вызвали из Германии, он меня смотрел, и он только определил то, что у меня разрыв там под коленой какое-то там. Сухожилие. Да, сухожилие какая-то, и просто... И он говорит, типа, что восстанавливаться будет тяжело. И меня реально так кололи, что я реально плакать хотел на этом столе. Но сейчас все нормально? Да, сейчас более-менее все хорошо, как бы она меня не тревожит. Так, когда погода бывает так, она где-то. Но я где-то стал умнее, где-то не то, что я в стыке не пойду, где-то я умнее, где что не надо бежать, где-то рвать. Раньше я там без головы мог убежать куда-то. Ну так, вот сейчас стараюсь смотреть. Слушай, а про медицину ты говоришь. Если сравнить медицину в Риге и в Ливадии? На одном уровне. На одном, да? На одном уровне, как бы. Понятное дело, что хотеть там не такие там прям футбольные страны. Как бы я это понимаю, я и никогда не говорил, что там лечите меня как хотите. Я просто там просил банальные вещи, МРТ, а МРТ мне не делали там. Делали УЗИ постоянно. УЗИ показывало, что у меня просто разрыв какой-то маленький. И меня гнали постоянно, давай. Бодя, сейчас время сборных. Следишь вообще за играми Лиги наций? За Латвию вчера следил. Давай про Латвию не будем говорить. Серьезно, я смотрел. Ну что скажешь? Да ничего, пацаны боролись, но как-то... Ругаться не надо матом только. Ну да, но... Не знаю, сейчас тяжело наши в Прибалтике, Литве, Латвии, Эстонии тяжеловато, конечно. Как думаешь, почему? Ну, было же время, когда обыгрывали и Фареры, и Мальту, и Андорру. Ну, не знаю, я не знаю, что поменялось. Но раньше игроки где-то играли. Тоже, ну, у вас много кто играл в Арсенале, Динамо Киеве, там, фамилий там в Англии, много кто играл. Но у нас там тоже играли в Англии. Ну, не знаю, в чем проблема. Может, проблема в том, что наших футболистов не отпускают никуда. Очень тяжело вырваться из каких-то команд. Да, но в Эстонии, мне кажется, в этом плане полегче. Вон, смотри, там сейчас молодой парень в Рому уехал.
Тунев играет Ну в да. Эстонии. Ну как бы и со мной в то время было, когда я уходил в Англию, я очень тяжело уходил с интернета. Там большое спасибо нашему президенту, который сейчас в Ливадии. Ну, у нас два президента, Андрей Лешкин, он реально взял меня и отпустил. Ну, потому что он понял, что я могу потом отблагодарить. Ну, а вышло как вышло уже. Вышло как вышло. Слушай, про сборную. Ни одной игры в сборной национальной у тебя нет. Да, я знаю. Даже при том, что играю в Левске, в таком, ну, хорошем клубе. Такая информация есть, что это все из-за там поступка юности, когда у тебя на бутсах красовался флаг России. Соответствует правде это все? Да, было такое. Ну, со сборной у меня свои отношения. То есть их никаких нету. Как бы, я даже не знаю, что про сборную сказать. Ну, хотел бы ты играть в сборную Эстонии? Ну, вот когда вызовут, тогда посмотрим, хочу я или не хочу. Ну, конечно, хочется играть, но я не знаю, как будет. Посмотрим, как будет, потому что я уже перестал верить в то, что меня вызовут вообще. Но ты думаешь, что этот российский флаг имеет Да, там значение? не только российский флаг, там много чего было. Да? Российский флаг это первое, что я сделал, но я был молодой и глупый, не знаю. Никто мне не подсказал нигде. Ну а потом уже пошли вот эти там. Ну, вот это твое интервью, когда ты сказал, что можешь подарить тренеру сборной Рейму телефон, и чтобы он тебе позвонил, это что, тоже юность, максимализм или что? Нет, ну просто я был. Ну, я уже на тот момент был в Левске, и мне казалось, я выходил, там, играл, и, ну, я не был таким, чтобы я прям не выходил, я в первый всегда на замену выходил, показывал игрой, доказывал, и он меня не вызывает, для меня это было странно, и просто он накипел, реально, мне написали, и я просто думаю, почему нет, я просто напишу как есть все. Слушай, ну он же потом был твоим тренером в Ливадии. Да. Обсуждали этот момент с ним? Я ему подарил телефон. Серьезно? Айфон последний? Да нет, да как, не обсуждали Нет? ничего. Он меня позвал, сказал, я в тебя верю сейчас. Я ему спросил, почему раньше ты не верил. Что он ответил? Да ничего не ответил. Так, Ну, спокойно работали, да? Да, спокойно работали, я всегда играл, и как бы он меня никогда не держал на замене, всегда я играл при нем, и все нормально было. Слушай, а такой болезненный вопрос, по крайней мере в Латвии, все время про язык. Ты эстонский язык, я так понимаю, не знаешь, да? Нет. Я даже стандартные фразы не знаю. Да. Потому что я рано уехал, во-первых, и во-вторых, я не скрываю, в школе я такой был, Болван. ну не болван, я был очень, поведение мне сложное было. И болван тоже. Ну и так, я не учил его. Ну, И может когда мне быть. говорят, что надо учить его, когда я там, например, в Англии был, или где-то в Риге, или в Левске, ну, для меня это какой-то маразм. Как его учить, если я... Ну, у меня все окружение по-русски говорит. В сборной Эстонии есть игроки, которые не знают языка? Нет, таких нет. Да? А молодежных сборных ты же играл, У-17 я видел, У-19. Да, но все началось с У-21, когда я не отказался, у меня была травма. Как раз был тренер Рейм. В У-21. Да, я в Англии тогда был, я поехал в отпуск, а у меня травма на тот момент была, я только там восстанавливаться начал, и мне звонят, говорят, мы тебя вызываем в сборную, а я говорю, что у меня травма, я не могу. И как бы мы поговорили нормально, для меня казалось то, что... меня спросили, ты готов биться? Я говорю, я биться не готов, но я готов играть в футбол, но у меня травма. И следующая новость меня поразила вообще на утро. Мне звонит агент, мама, папа, и просто выходит статья везде, по всем каналам, в интернете главных, там просто говорят, Ващук отказался играть за сборную. Для меня тоже это как-то был некрасивый поступок, то, что сказали, что я отказался. Я не отказывался никогда. Ну, сам себя считаешь эстонцем-то? Эстонцем? Да. Ну, эстонцем нет, я не считаю себя. Именно эстонцем я не считаю себя. Ну, ты хотел бы, вот тренер сейчас будет смотреть, хотел бы играть за сборную? Ну, я говорю, вызовет, и если он меня вызовет, то буду играть. Я не особо слежу за чемпионатом Эстонии так пристально. Достоин ты сейчас, как думаешь, по игре быть Ну, в кандидатах? Ну, по мне тогда, Да. да. Ну, пожелаем тебе, да, чтобы... Да. Ты, может быть, ты ключ к успехам сборной Эстонии? Ну, возможно. Парикмахер отменился, да? Да, надо
тобой провести побольше времени. Это раз. И второе, у тебя переговоры? Переговоры? Да, С кем? с директором. Да, сегодня. Ясно. Слушай, ну спасибо, что провел со мной так много времени. Мне под конец есть пару вопросиков тебе выбрать, да? Ну. Не отвечать нельзя. Подожди, а надо говорить да или нет? Нет, выбирать. Одно, вопрос? Чай или кофе? Кофе. Рига или Таллин? Рига. Динамо или Зенит? Зенит. Славиша или Конев? Славиша. Флора или Номи Калю? Намекали. Ныме, правильно, да? Ныме. Ными, да. Круглов или Подхалюзин? Подхалюзин. Сборная России или сборная Эстонии? Сборная Эстонии. Красава. Что тебе пожелать? Мне? Да. Я не знаю. Какой-нибудь. Ну вот что ты хотел бы? Вот осталось играть, вы играете до 15 декабря. да. Это игр, наверное, еще 20, да? Вот сколько Ну, хотел, где-то 17, наверное. сколько хотел бы забить? Да не знаю, в этом сезоне у меня по голевым идет Сколько хорошо. голевых? 8. Ты этот созидатель, да? Ну, да, Главный. Да. Ну, давай тогда еще тебе 8 голевых и 3 гола. Да. Третье. Да не, побольше можно голов. Третье, Что-то с голами как-то это. третье место тебя устроило бы? Третье в Эстонии? Да. Нет. Не? Спасибо Да. большое. Спасибо. Это был Юрий Жигаев, шоу «Зажигалка». Подписывайтесь на канал, да? Да, конечно, 100%. Смотрите дальше.